Да. Но ты ничего не запустилась, там нажми повторить попытку. Я не могу нажать. Вы в эфире уже показываете. Хорошо, да. Добрый день, добрый вечер. Сегодня в прямом эфире. Сейчас, одну секунду, технический момент идет. Так, я справляюсь. Hello и намасте. Всем. Просто я немножко, как обычно, технический момент бывает, начало, какие-то камеры, какие-то это. Извините для этого, что вам было хорошо, вам хорошо видно было. Таким образом, я регулирую и начинаем. Техническая поддержка. Значит, сегодня у нас день в Ростове, в Ростове-на-Дону, я нахожусь. И сегодня день дождливый день и медитация. Какое интересное время медитацией нужно заниматься. Медитацией можно заниматься любой день. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, Лакшми, Сунита, Алла. Кто присутствует, кто кого вижу, кто написал. Всем приветствую. Приветствование – это самое ценное в жизни для каждого человека. Это когда твоя душа приветствует другой душа. Да? Тем более такой жест, который есть, это подтверждалось сегодняшний день даже. Почему очень важно, чем просто поздороваться руками, пожать руками, которые есть, да, западный стиль, а есть стиль начальный. Это не восточный, как я сказал. Да? Есть стиль начальный, первичный, анади. Анади кал. Анади кал называется, когда нету откуда, когда. Никто не может точно сказать. Никто не может точно сказать. Это называется анади, анади кал. С это время это приветствование, намасте, намаскар. Видите? Вот правый, левый полушария, правой, левой энергии, мужской, женской энергии, лунной, солнечной энергии, да, или солнечной, лунной энергии. В балансе, а не так, дисбалансе. Не так, дисбалансе.
И сейчас сегодняшний мир, еще раз, нам высшая сила говорит, даже ты еще А, Б буква даже не знаешь, жизненная. Даже как приветствовать не знаешь. Учись. Учись даже жизни. Начальные, базовые вещи учись. Ничего не умеешь. Даже приветствовать не умеешь. Приветствовать не в физическом плане. Приветствовать надо в душевном уровне. Не в физическом уровне, а в душевном уровне. Как приветствовать? Сразу сердце открывается. Сердечная чакра открывается. Сам по себе медитация начинается. Вы начинаете раствориться на ваша беседа деловая или семейная, или чем-то вы занимаетесь. У вас открывается энергетический мост между два человека. Между два человека. Поэтому сейчас время даст самоотчет. Как мы приветствуем, как мы живем, что кушаем, как мы думаем, в соответствии со сегодняшним днем сложилось нас. Сложилось нас. И у нас проблема сегодняшняя, которая есть, в чем-то хочет научить. Это осознавать надо. Поэтому, дорогие друзья, это мир. Мы с вами должны делать вместе. Это не только занятие медитация, которое конкретно, если кто-то живет, почему на чакре не медитирует, какой чакра показывает доктор Кальяр, с вами Кальярананда, это мое духовное имя. Не дело в этом. Конечно, я рассказываю о чакре, даже если А, Б, Г, Д не знаешь. Базовые буквы даже не знаешь. Но как ты можешь что-то делать в жизни? Поэтому все базовые буквы жизненные, это не слово буквально буква, да, а базовые вещи, приветствование, вера, преданность, любовь. Из себя развивать надо. Это ваш первичный капитал. Это первичный капитал. От этого ваша медитация начинается. Принять в себя. Принять в себя. Эта программа, прямой эфир, вы не просто смотрите. Чем больше концентрируете, не заблуждайте правые, левые, не двигайте, оставайтесь. Смотрите, чудеса будет творить в течение часа, где сколько времени мы вместе с вами будем. Что изменяется у вас, если вы будете концентрировать, принять в себя сегодняшнее состояние. Это будет божественная медитация. Божественная медитация на чакрах и больше, чем чакра будет. Чакра это колесо. Колесо. Энергетическое колесо. Там все есть. Время, переживания, пространство, действия, карма, акарма. Все есть. Негативная карма, позитивная карма. Все есть. Поэтому прежде всего делать медитацию, понимать, пока вы не найдете состояние себя, никакой медитации не может быть у вас.
Потому что медитация – это седьмой степень йога, или аштанга-йога, седьмой степень йога. Яма, ньяма, ашана, пранаям, пратяхара, дхарана, дhyana, самадhi. Дхарана, дhyana, самадhi. Вот это 8 часть аштанга-йога, которые есть. 8 часть аштанга-йога, которые есть. То сегодня мы говорим о седьмой. В прошлом раз, когда траток у нас есть в YouTube, вы будете смотреть, это седьмой и восьмой. Со седьмой к восьмому переход было траток. Один из упражнений на концентрацию и в медитацию попадает человек. То сегодня именно получается о медитации говорим, какие пользу могут принести медитация вам. А что такое реальная медитация? Чем отличается как маска? Просто фальшивая медитация. И реальное состояние попасть. Об этом будем говорить. Значит, об этом будем говорить. Медитация – это мы каждый день должны делать утром и вечером. Да? И если время есть днем, в самом деле медитация в любое время можно делать, но это не значит вообще не делать. И когда я хочу, тогда и делать. Не делать я хочу, а делать надо сначала утром делать. Если не получается, то вечером делать. Если получается, то утром и вечером делать. И получается, то днем тоже делать. Потому что на медитации человек на 7 часов в день может быть, 8 часов в день может быть, да? И может 15 минут, может полчаса. Это постепенно растет. Время в зависимости от вашей аскез, ваша практика, вы как намеренный. Это объясняет, как время пользоваться медитацией. Поэтому сейчас вам скучно дома или на самоизоляции, вы вполне можете больше времени медитации делать. Больше времени медитации делать, и вы будете растворенны, удовлетворенны, да? И какие пользы будут принести, естественно, поговорим об этом. Поэтому время для медитации утром есть и вечером есть. И вчерашний прямой эфир, если вы смотрели, у нас было, порядок дня, да, как время тратить правильно, о чем-то объясняет, что я вам говорил утром, да, сначала зуб чистить и так далее, вы полностью подробно смотрите, нос промывать, глаза промывать, да, массаж делать, сидит, упражнения делать, пранаям делать, потом медитацию делать. Просто еще раз теряю. Вот когда сидите на медитации, вот оттуда медитация начинается, вы можете делать 15 минут, полчаса, час, 2, 3, сколько захотите. Вдруг физически не позволяли больше делать, устаете, заканчиваете, перерыв делаете, можно еще больше делать. Для тех, кто хочет больше медитации делать. Для тех, кто просто говорю, да, хочется столько дней пользоваться правильно. Вот таким образом медитация, самая большая практика, всегда считалась. И мистическая практика считается, потому что мистическая энергия вырабатывается из организма. У вас другое понимание к жизни появится. Медитация, пользу, да, про медитацию. Теперь научный факт. Научные вещи о медитации попытаюсь объяснить. Значит, о времени мы поговорили, мы говорим о научном факте. Медитация что вырабатывает, да? Есть эндорфин, серотонин, дофамин, такие гормоны.
Такие гормон вырабатывает, который человеку дает наслаждение, кайф, наслаждение, растворение. Вы все виды счастья, радости себя чувствуете. Я не просто родился, мне как хорошо. Независимо какой погода, мне как хорошо. Я наслаждаюсь жизнью. Такое у вас состояние будет. Это больше, чем ощущение. Это состояние. Как я говорю, бедность, богатство – это все состояние. Бедность, богатство – это все состояние. Печаль, радость – тоже состояние. И наслаждение – самое великое состояние. Все то, что мы делаем в жизни, много зарабатываем, создаем семья, дети, или что угодно. Кто-то яхт покупает, кто-то что-то делает, или кто-то ворует, кто-то какие-то действия занимается, нужны, не нужны, да? Чтобы собирать вокруг себя счастье, блаженство. Что я был насыщенный, меня больше ничего не нужды. Все нужды у меня есть, вокруг меня все крутится. Люди для этого все делают, в самом деле. Хороший карьер делать, или самый, кому стоит жениться, замужем выходить, или общественно себя проявляете, что я такой активный, да, или пассивный, кто как. Что делается, чтобы жить, а жить в жизни, то внутренне настоящей жизни. Это только медитация дает. Медитация мгновенно вам энергетически насыщенность дает. Поэтому говорят, внутренний мир открывать надо. Eternal world. Открывать надо. Тогда вы можете медитировать. Хорошо. Что медитировать хорошо, надо соблюдать этика, правила йогические. Поэтому перед медитацией вы асан называется. Коврик, постель. То, что надо. Вы подготовите, руки, ноги помойте, независимо с какой погоды, это минимум. Лицо помойте, это дает свежесть. Бада нас, это все методика, как делать медитацию, да? Сначала немножко говорю, потом будем медитировать, вы готовитесь, конечно. И лицо омывать. Когда вы лицо омываетесь, все очищается в орган чувств. Свежий, готов для медитации. Бада очищает, бада лечит. Бада тоже дает гармонизацию. Все негативные энергии убирает. Поэтому и только тогда вы будете сидеть на медитацию. Позы для вас. Какие позы нужно для медитации? Позы важно. Медитация, это разные виды медитации есть, разные позы делаются. Но то, что сегодня мы обсудим, да, если будете медитировать на Муладхара чакра, или любой чакра можно. Вот в таком позе можете сидеть. Вот это одна нога, как положите, вторая нога, вот пятка, вот это, которая есть ямка у вас, сюда присоедините, и вот. Если получается, опять у кого-то какие-то есть деформации в суставе, коксоартроз, какой-то болезни, коленные проблемы есть, кому-то не получится, кому-то получится. И, соответственно, регулируйте, пока для начала, для начинающих поз даже не столько важно сразу, да, потому что ваше тело не подготовленное. А подготовленный учитель или что-то показывает, это не значит, что сразу все получится у вас. И просто и стремиться, но не надо растяжение делать и так далее. Поэтому таким образом. Вот в таком позе будете сидеть. А попробуйте сидеть сейчас.
и напишите комментарии, что вы ощущаете в спине. Что вы ощущаете вот паховой области. Как состояние колени, бедро, да? Икроножные мышцы. У кого-то что-то болит, не болит. Можете написать. Я отвечу, помогу во время медитации, как исправиться, какие рекомендации вам прямо сейчас требуются. Вот в таком позе даже сидите, поток энергии начинается расти из Муладхара чакры. Что такое Муладхара чакра, я расскажу. Значит, Муладхара чакра что такое? Мул. Мул. Мул – это корень. Dhara. Dhara слово, откуда вода течет, кран у нас, прямо льется вода. Вот это, то, что льет, это dhara называется. Или река. Льет, идет река, течет, это тоже dhara называется на санскрите. Нади идет на санскрите, нади, река. То вот это то, что энергия льет, это называется dhar, муладхар, где есть огромный ресурс энергии, как в реке, неокончаемая вода. Сколько хочешь, столько пользоваться. Но пользоваться вам надо. Вы должны знать, сколько, когда, в каком месте пользоваться этой энергией. Ресурс актива и использовать в этот момент. Это есть Муладхара чакра. Муладхара чакра это есть. Это есть Муладхара чакра. Вот Муладхара чакра, Муладхара, отвечает за земля. Стихи земля. Корневая чакра. Это базовая чакра, где земляная энергия присутствует, прикрепляет на землю нам, заземляет нам. Это есть корневая чакра. Корневая чакра, Муладхара чакра. А чем интереснее эта чакра? Где находится? Это не мистика на уровне анатомии, физиологии, независимо в каком стране человек живет, какой раз, не имеет значения. Муладхара чакра в нашем теле находится передняя часть половой органа, прямая киска, ягодичная область. Все это диапазон Муладхара чакра называется. Муладхара чакра называется. Энергетические вехри, вот видите, вот так. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. От много факторов влияет. Вехри энергетические. Сколько гармоничны, сколько не гармоничны, насколько баланс, дисбаланс, да? Это все диагностика чакры. И какие меры принимать при дисбалансе? Какие упражнения, какие энергетические упражнения, мантра, обряд. Все речь идет о Муладхара чакре. Муладхара чакра отвечает за что? Муладхара чакра отвечает за, если у вас вот это половой инстинкт, отхождение, все эти из кишечника у нас, род, ребенок, связывает между муж и женой. Половая
энергии или первой чакры отвечает муж-донор и жена-рецептор. Реципиент, простите, реципиент. Донор и реципиент. Это Муладхара чакра, как энергия передается. Принимающий часть. Женщина, жена. Принимающая часть. Вот это отвечает Муладхара чакра. Муладхара чакра отвечает. Если дисбаланс есть, что может быть? Страх, жадность, тревоги. Это развивается. И стресс. Все это дисбаланс Муладхара чакры. Поэтому вы можете думать об этом. Какие дисбалансы у вас есть? Как его правильно оздоровить? Сексопатолог просто скажет, у вас какие-то патологии есть на мочеполовой системе. Гинеколог скажет, просто бесплодие есть. Мужчина скажет, импотенция есть. Они более поверхностно изучают. А я энерголог, попытаюсь энергетические феномены изучать. Я тоже врач. Я попытаюсь смотреть на уровне медицины тоже. И координировать все трудности, человеческие страдания, проблемы и как его решить. Когда вы понимаете свою чакру, видите, сознаете его физиологию, понимаете, духовную физиологию чакры начинаете понимать, и анатомию начинаете понимать, тогда только вы можете видеть состояние ваше, и вы начинаете настоящую медитацию по чакрам. Чакра очень большое слово, видите, жизненный цикл тоже чакра. Ребенок, возрастание, в смысле молодость, да? Старый возраст, уход, опять рождение, опять то, опять все, вот чакра. Конечно. Идет. Вот видите, столько минут мы сидим. Это уже медитация примерно у вас. Сейчас еще дальше пойдем. Как вы, что чувствуете, сидит на этом упражнении, или комментировали, напишите, буду рад. Значит, на Манипур, Муладхара чакра, которая есть, сейчас. Муладхара чакра при дисбалансе, что может вы узнали. Как балансировать, чем может помочь. Когда мы медитируем, у нас, если вы переносите нормально, то благовоние надо делать. Любое благовоние можно, сандаловый лучше. Сразу настроение поднимать, сандаловое благовоние. Поэтому можете. И прежде чем медитировать, если у вас есть мантра, личная мантра,
Гуру мантра, то гуру мантра повторяйте. Если нет, тогда прямо осознаете высшая сила, что то, что дало сегодня возможности вам медитировать, и вы с этим можете начинать медитировать. Я попозже еще раз мы придем к этому, пока рассказываю, что больше понимания было как медитацию, тогда вы проникаться будете очень хорошо в состоянии. Обязательно с вами мы займемся медитацией по чакре, на Муладхара чакре. Значит, вот эндорфин, серотонин и дофамин, гормон счастья, гормон радости, который есть. Да? Еще Муладхара чакра дает привязанности. Почему мама и ребенку, мама и с ребенком очень тесная связь, независимо какой-нибудь ребенок, какой-нибудь дети был плохой, хороший, понимающий, не понимающий, уважающий, не уважает, равный, потому что родился от него. Поэтому такой связь, привязанности. Имеют дети, они видят, мама видит свое дальнейшее развитие. Продолжение видит. Это тоже отвечает Муладхара чакра. Муладхара чакра. Поэтому принимающая сторону, если женщина, то не должно быть незаконной половой связи, личные прикосновения, не нужды. Это все отпечаток остается. Потому что как реципиент все это энергии, это хранилище энергии. Муладхара чакра. Естественно, Свадхистан чакра есть тоже место хранилища энергии, есть мирские. Да? Поэтому строго энергетический подход в жизни должен быть. Не просто какой-то учитель научил медитацию по чакру, начал медитировать, о, я молодец. Нет. Мало чего тебе даст. Потому что более-менее механически дело получается. Когда все много чего соблюдаешь, то эффект правильно, гармонично идут будут. Примерно, когда посторонние неофициальные половые связи бывает, почему страх развивается человек? Видите, это место есть Муладхара чакра. Страх, тревоги появится. Незаконная связь, незаконный ребенок, незаконный все. Узаконить надо, когда себя люди чувствуют в норме. Для этого свадьба в организованной форме делается. Никакой страха нет. Вот Муладхара чакра очень большую роль играет в нашей жизни.
Это не простой чакра. Каждый чакра сам по себе очень большой энергетический хранилище. О каждом чакре я расскажу. Сегодня не получится, надеюсь, потому что время, да. Сегодня мы про Муладхара чакру обсудим. И в следующий раз обязательно приходите в прямом эфире или смотрите ролик. В следующий чакре я об этом, конечно, расскажу. Какие патологические состояния, какие корректировка может быть. Об этом тоже обсудим, если успеем. Или отдельно занятие делаем. То вот Муладхара чакра. Видите, минут 15 примерно я сижу, весь поток, и спина ровно, еще ровнее, ровнее состояние чувствую. Правый солнечный канал, лунный канал где работает. Где работает. Подтянутая спина. Как будто ничего не было там лишнего. Как будто я летаю. Такое состояние. Такое состояние. Теперь мы поняли, какие патологические состояния психоэмоциональные может быть, какие официальные медицинские точки зрения рассказывал, да, какие болезни может быть при патологии Муладхара чакры, да, начиная с все проблемы, которые есть наружный половой орган, внутренний половой орган. Все может быть. Прямой киска, ягодичная область, копчик, крестцовая область, какие-то части, захваченные болезни, которые будут на колени, Муладхара чакра, голени, стопа. Это все, это связано с Муладхара чакрой. Все. Это Муладхара чакра отвечает. Сейчас я вам один вопрос дам. Мы вместе делаем. И если у вас место есть, можете лежать на коврик. И что вы ощущаете, тоже можем обсуждать. Это все связано к вашему медитацию, в самом деле, к Муладхара чакре получается. Значит, просто лежать на савасане и энергию спускайте вниз на ладонь, обращенка вверх, вот так, как я делаю. Расслабляйте всю спину. И ничего не думайте, просто расслабьте. Какие ощущения будут между коленями и голеностопный сустав? Вы фиксируете и напишите потом. Каждый человек, который участвует.
не спешите. Осознавайте, как энергия идет, холодная, теплая, как чувствуете между коленный сустав и голеностопный сустав. Плавно поднимайте ладонь, будете растирание делать. Лицо, поглаживание, все тело поглаживание. Вот это муладхара чакра мы активизируем, когда пятками бьем ягодичную область. И поднимаемся. Что вы ощущали? С коленей, между коленей и голеностопный сустав. Если идет холод или ничего не ощущаете, что идет? Тепло, приятно, энергетический поток лучше идет у вас. Вот один из проверка, как правильно. Вот колено тянется, тепло у вас. Отлично, отлично, молодец, вы исполняли медитацию по чакре, проверяли себя. И на следующий этап пойдем, конечно, по медитацию, поэтому оставайтесь с нами. И это процесс медитации медленный, гармоничный, не спешите, что-то я какой-то экзотика покажу и выйду быстро. Нет. Все мы занимаемся шаг за шагом. Шаг за шагом. Еще кто как чувствовал, тоже напишите. Буду благодарен. И могу рекомендацию давать в таком плане. Значит, если не получилось, напишите. Или не делали, то не делали, напишите. Тоже есть это комментарии. Также на экране находится вопрос, знаете ли вы, что такое чакра? Если вы знали до мою лекцию, до мой прямой эфир, то напишите, знали, что такое чакра, как называется, или какие чакры знаете, можете написать. Да? Наталья Антоненко, левая стопа теплая, правая стопа прохладная. Вот правая, видите, правая энергии, правая стопа мужской, солнечной энергии, левый женский получается. Правая холодная, вас не хватает мужской энергии, плюс энергии, солнечной энергии не хватает. Не хватает. Значит, баланс муладхара чакры надо делать. Есть какие-то определенные проблемы без самореализации, муладхара чакра. Это отвечает.
это отвечает. Конечно, там по слоям идет энергетик, да, в том плане. Вот Ирина Паравику, вибрация по всем телам идет. Вибрация все тело – это божественный поток, который отвечает за, это есть баяна баю. Баяна баю – один вид прана – это баяна. Вибрация. Все тело состоит из вибрации. Каждая частичка, молекула даже на вибрации держится. Это все знает, да? Квантовые теории, физика, которая у нас есть в теле, да? Это вот в каждом, это атма, и слово атма, видите на санскрите, и атом. Атом и атма. Происхождение слова одно и то же. На клетке, которая атом есть, это есть душа. А душа есть, это есть атом. Такое интересное создание, когда откроешь мудрость, ты удивляешься сам по себе. Что за жизнь? Атма. Душа. Атом. Атом. Для клетки. Мы состоим из клетки. В каждом клетке есть божественная сила. Божественная сила. Атма. Почему я сказал, когда вы приветствуете, от этого начинается ваш диалог, ваше общение. Любое общение с приветствованием начинается. Когда искреннее приветствование, вас люди смотрят на глаз, и сразу вас, его сердце открывается для вас. Вы что скажете, все начинается подпитывать вашу информацию. И еще путка душа из глаза, которые даже на обычном деловом контакте тоже пользуются, говорят, прямо посмотри на человека. Это контакт на вас называется. Видите? Глаза – это зеркало душа, то, что происходит. Все в глаза есть человека. Поэтому контакт, да, когда мы общаемся, деловой вопрос, то прямо посмотреть. Или кого-то любишь, то друг на друга люди смотрят, то соединиться один душа к другому. Такой энергетический подход есть. Ну вот, даже об этом говорят, о любовь, о чакре, о медитации, тоже наполняется энергией. Сам по себе медитация получается. Каждая вибрация начинается чистить, обновлять, добавить энергии, гармонизация. И позитивный гормон, эндорфин, серотонин, дофамин начинается вырабатывать. За счет этого много болезней начинается. Любовь человеку лечит. Депрессия не лечит. Потом говорят, депрессия агрессивный гормон вырабатывается. Уничтожение программы работает. При стресс, депрессия, уничтожающая программа работает. Поэтому нужно медитацией заниматься. Поэтому нужно медитацией заниматься. Делайте медитацию каждый день. Медитация у вас не только сидеть на полу и чем-то в часе, да, одетый, это тоже надо. Это тоже надо. Это первичное состояние, несомненно. Несомненно, это первичное состояние. Да. Но пока вы философия йога не поняли, как я рассказывал начало, я столько времени говорю, меньше значения. Обширный взгляд к медитации должен быть. И вера, преданность, любовь.
é bastante desenvolvida. Теперь медитация может лечить все психоэмоциональные проблемы у вас. Двоешь или дождь, дождь или бикрити, или патологии, или мозги, которые есть, медитация очень хорошо. И другие патологии, которые в чакре есть, тоже хорошо лечит. Оздоравливает. Потом сам позитивный гормон, позитивный кровоток наполняет много крови, воспалительный процесс лечит. Репаративная система лучше будут то болезни, как опухолевые болезни, рак и другие болезни будут лечить хорошо. Артрит, артроз. И что там происходит? Иммунная система нарушается. Тоже хорошо будут лечить. Аутоиммунные заболевания, нарушение в иммунной системе, опять проблема с кровью. Тоже хорошо будет. Лейкемия, вот рак крови. Недавно, 30 числа, один индийский актер Раз Капур, наш сын Риши Капур умер. 11 месяцев лечился в Америку. Надо медитировать. Надо заниматься здоровым образом жизни. Актер – это наружный вид, развлекать людей. Они много психоэмоциональных переживаний у них бывает. И стресс бывает. Это могут дать рак. Неудовлетворенность стоит в жизни. Это даст рак. Поэтому первое место жизни в мире находится сердечно-сосудистая система, стресс, переживания, и люди уходят, инфаркт, миокард, да, и вот это второе место рак, опухоль, третье место травма, если такое травматическое время, если нет, то сахарный диабет, много людей уходит. А если вы делаете медитацию, философия йога, понимаете, гармонично живете, внутренний все процесс лучше будут. Эти болезни практически маловероятно быть. Поэтому медитируйте каждый день. И философия йога важная, размышления. Чинтан манан. Чинтан манан слово объясняет, когда ты об этом размышляешь, о медитации, о философии йога. Ты сразу этот мир открывается. Это мой мир. Здесь у меня все есть. Все беспокойство, страх, тревоги начинаются уходить. Еще окунаясь в медитацию мир дальше, дальше, глубже, 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 глубже. Сейчас мы делаем, прежде всего, повторять мантру второй технологии. Да? Вот сидите такой же поз. Теперь дыхание делайте через нос, вдох, выдох через рот. Чаще раз делайте.
напишите, как получилось. Какие ощущения получилось. Заканчивайте, напишите, не спешите. Напишите. Обсудим. 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 Значит, видите, моментально дыхание начинается из себя. Наса инь-ян канал. Вот Лакшми написала жарко. Увеличивается энергетический поток. Если на уровне обычной медицинском или физиологическом аспекте, то энергетический обмен веществ начинается увеличиваться. Вот. Ирина пишет усиление вибрации. Видите? Это все признак повышения энергетический поток. Галина, чистое дыхание, свежесть, расписание ведет. У всех положительная динамика есть. Сразу у всех объясняет, моментально вы выиграли, вы заработали энергию. И не теряя ни одну рубль. Вы открыли внутреннюю вашу аптека, которую высшая сила вам дал аптека. Его вы открыли моментально, потому что вы искренне обращались к себе. Я делал, и вы делали одновременно. Вы послушали меня и делали. Это гуру бхакти. Гуру бхакти слово объясняет. Гуру то, что сказал. Бхакти слово. Это божественное. Там есть энергия. Там есть совершенствование. Там есть сила. Все только для блага сказал. И ты просто принял команду. Потому что у тебя есть вера, любовь, преданность. Огромная, неокончаемая. Поэтому моментальный эффект вам дал. Моментальный эффект дал. Мы с вами, которые сидим, уже столько времени, целый час прошло. Зато ваша огромная любовь, вера и преданность вам не дается уходить. И зато вы получаете. Вы получаете. Любой секунд важнейшая информация, одно слово может вас жизнь изменить. Я когда йога учился, я всегда слушал свой гуру. Мой гуру уже физически нет на земле. Но я его всегда у меня на голове, и сердце, когда я разговариваю, лекция читаю, присутствует. Как будто он меня все говорит, подсказывает, я вам говорю. Все крутится пленка в моей голове. Он меня рассказывает, я вам только говорю. Параматма, великая душа. Такой большой связь с гуру бывает учеником, если ты настоящий ученик. Один маленький зарядка может жизнь изменить. Один простое слово, если правильно размышляешь, там ты видишь мир, жизнь. Жизнь. Спасибо. Медитация – это процесс, незаканчиваемый. Это не может заканчивать на час, на 2, на 3, на 4, на 5. Чем-то мы сейчас обсуждали, это сам по себе медитация идет. Это растворение, это обсуждение, это понимание о внутреннем мире, о наружном мире, окружающее. Это микро и макрокосмос, его взаимоотношения, это медитация. Видите, я сказал про Муладхара чакра. Если есть страх, вы боитесь внешнего мира. Есть тревоги, вы боитесь. Есть страх, тревоги, два типа, да? Причинные и беспричинные даже есть. Причинные и беспричинные даже есть.
причинный то всем понятно, есть причина какой-то. А беспричинный заключается в чем? Когда энергетические ослабления идет. Энергетик мало. Опустошает ваша чакра. Ваш чакра опустошает. Тогда доктор не может поймать, в чем причина физически. Доктор обычно смотрит только физические параметры. Говорит, от чего тебе страх? Дома что случилось, на работе что случилось? Или что? Психоаналитик так и смотрит. Психоаналитик так и смотрит, но он тоже не поймет. Беспричинный страх. Тревоги от чего у тебя? Потому что он сам не духовный. Он только слова читал в книге. У него есть мертвое знание. Нет сознания. Нет сознания. Нет сознания. Поэтому не понимает, не может диагностировать. Его лечение еще далеко. Я рано или поздно дам один мантра. Но сегодня то, что дам, это есть сам по себе мантра. Очень хорошая мантра. Будете медитировать. Против страха. Вы занимаете пока Муладхара чакрана мантра. Сегодня еще мы не закончили, будем заниматься. Могу все мантра будет. Значит, беспричинный страх будут умирать. Беспричинный. Беспричинный. Причинный то все может сказать вот так и так. Поэтому Муладхара чакра, баланс держите. Конечно, для Муладхара чакры другие аюрведические средства тоже есть дополнительные, но мы сейчас говорим о медитации, конечно. Теперь приступим немножко еще дальше или глубже, или как я скажу. Значит, перед медитацией я рассказывал вам, надо повторять мантра, если есть гуру мантра. Если нет, то просто искренне будете. Вот это мантра медитация, некоторые правила, некоторые вещи надо знать. Что дает четкий, почему это полезно, не просто я взял, одевал, чтобы красиво выглядел. Почему чадр нужно, почему одежда играет некоторые роль, естественно играет, да? Примерно вы дома, если наружной одежде одеваете и спите, вам удобно будет спать, неудобно будет. Да? Такое же дело, в холодное время тоненькие одежды одевайте, тоже нехорошо. А в жаркое время сильно теплые одевайте, тоже нехорошо. Свет тоже роль играет в самом деле. Да. Это большая наука, об этом тоже отдельно поговорим. Пока мы концентрируем на этом математических вещах немножко четкие. За 108 штук четкие есть. Помните, вчера я говорил вам, чем разница, когда каждые 100 лет, которые пандемия приходит, и цифра есть 1720, 1820, 1920, 2020. Вот. В конце есть нуль. Нуль. Вот нуль. Видите? Цифра это нуль.
Это их четки. А смотрите, пандемия, которая идет 1720 год был, 1820 год был, 1920 год был, 2020 год, сейчас пандемия у нас идет. И что происходит? Очищение происходит. Обновляет. Апдейт. Для нуля есть большой энергии. Совершенствование есть. В этом есть жизни. В этом есть жизни. Все крутится. Видите, все крутится. Единичка, добавите сзади 0. Какой сила получается? 10. Еще 0,0000 миллиард. Представьте, сила добавляется. А единица – это рождение. Что-то началось. А 0 сам по себе обновление. 0 – это уничтожение тоже 0. Добавление тоже 0. 0 – это мир. 0 – это потенциальная энергия. 0 – это эфирная энергия. Это энергия эфира, где возможности больше есть. Плюс и минус обе 0 есть. 108 четкий и 9 Меруданда надевается. Это четкий. Анатомия четкий, если смотрите, Меруданда надевается. Меруданда надевается. То вот это самая вершина энергетического Меруданда. Его во время повторения мантры не трогает, не читает. Правила есть. Поэтому не читает. Почему надо знать анатомию? Энергетический подход. Не просто взять и одевать, не просто не взять, не одевать. Это не нужно. Или просто продается. Это более тантрический, четкий. Берете вот так и крутите так, как аппарат есть, видите? Почему это надо? А то, кто сейчас смотрит или потом будете смотреть, надо правильно делать, чтобы вы чувствовали энергию, вы получили энергию. Я быстро показываю, делать будем медленно. Поэтому но таким образом вы четки ногами не трогать, не положить на стопа. Уважение требуется. Когда уважаешь что-то, тебя уважает энергия. Почему говорят своего мужа ногами не трогать? Да, такое понятие есть, да? Потом с голова семьи. Уважение требуется. Это управляет энергетически. Поэтому всегда, когда вы четко ведете на голову, на сердце, прикосновение делаете, то моментально у вас на состояние медитации попадет. Потом, если есть сумки, сумку положите, это тоже важно. Потому что ваши отчетки – это очень сакральные вещи, очень энергетические вещи, интимные вещи. Надо обязательно старайтесь на сумку держать. Ну, желательно, да? В разных ситуациях. Как гуру мантра никому не говорят, да? Много учеников есть посвященные, да? И они держат это в сакральном уровне, значит, мужа нельзя говорить, если мужа за кого-то мужчину я давал, то женщину не говорят свою, да? Так вот делать.
Потом вы начинаете повторять мантру. Сидите на позе, который вам удобно сегодня. Так на сидасана можно, да? Падмасана можно, в лотосе можно, полулотосе можно. Это зависит от вашей возможности начальной. Потом вы можете в хорошем позе сидеть. Вот я сейчас один круг. Если у вас гуру мантра есть, вы повторяйте. Если нет, для тех, у кого нет гуру мантра, я вам даю знания. Вот положите на сердце и повторяйте мантру Ом. Я сначала Ом повторяю, вы сам будете повторять. Я несколько раз повторяю, чтобы вы слышали, как повторять. Вот видите, сердце – это место, где обитает ваша внутренняя, да, сила, Бог, любовь, вера, преданность, все то, что есть. А это мудра, ангели мудра, которые прямо открывают сердце, поэтому руки так надо положить. И глаза закройте, и внимание у вас на сердце, и одновременно некоторые молят точно, могу, и вы можете на 6-й чакру. Если нет, то только в сердце тоже пойдет. И таким образом вы сейчас делаете медитацию на ум. Это начало, это открываем, что мы вошли в Муладхара чакра, проникали через сердце, что нижняя чакра начала открываться, или гуру мантра открывает. Гуру это мул, мул это мантра. Видите, гуру это мул это мантра, мантра это девати, девати это сидди. И в тантризме это написано. Поэтому у кого есть гуру мантра, вы все счастливый человек, вы просто есть у вас инструмент, как открывать себя. Только осталось повторять. Потом дойдем на еще другой вибрации. Значит, теперь я свою гуру мантру повторяю. Гуру мантра всегда в смысле мысленно повторяется, поэтому я мысленно буду повторять. Вы подождите. Потом мы зайдем на следующий этап, на Муладхара чакра. Медитируем вместе, громко или устно, скажем, да. Это вам слышно будет. А сейчас вы на Ом повторяете мантру или смотрите на моем состоянии. Естественно, повторять будете, это еще лучше будут вам. Закончите, подождете, то я первый закончу. Вы 10 раз Ом повторяете для начала, у кого первый раз, или 20 раз, 30 раз, не проблема. Чем больше повторяете, тем глубже будете попасть. И сколько раз вы повторяли, честно, искренне повторяйте. Не спешите, я с вами, я не закончу сейчас. Мы вместе занимаемся. Поэтому напишите в комментариях, я столько раз повторял, я это ощущал или не ощущал. Быть честным. Честность дает большой успех человеку. В первую очередь честно к себе быть человек. Отчет для себя надо дать, а не для кого-то показывать. Написал, рисовал на бумагу и показывал, что я такой молодец. Да? Я с вами энергетический совет держу на экране. Абсолютно я вас всех чувствую, понимаю, вижу на энергетическом уровне. Поэтому напишите, мы обсудим это вещи. И до и после медитации я абсолютно никуда не ухожу, пока я не закончу весь процесс. Для меня не столько часы важны в данный момент, а столько состояний ваше важнее.
Давайте. Один круг мы кратко делали, конечно, здесь. Ура мантра мысленно. Как у вас получилось повторение мантра Ом? Через сердце начал ли проникать в Муладхар чакра? Ладони пошли горячие, правый, левый ладонь. Галина на правый, на левый, а обе ладони у вас получилось одинаково, я понял, простите. Так хорошо, что энергетическое распределение пошло, баланс пошло у вас. Да, благодарю, благодарю. Значит, обе руки, видите, мужской, женский. Инь-ян, плюс-минус, солнечные, лунные. День и ночь. Правый полушарие, левый полушарие. Энергетический баланс пошло. Вы молодец. Для этого уровня у вас хорошо. Вы молодец. Так и спокойно занимается медитацией, не спеша, имеет терпение, любовь, дисциплину. Только это даст состояние вам. Теперь у других как получились, тоже напишите. Потому что Ом это начальный мантра. Ом это все. Да? Это начало, это конец, это есть Ом. Поэтому нашли все мантры Ом. Теперь следующая мантра, которая без мантра, корневая мантра.
имеет неврачия земляной, металлический, как я скажем, да? По-китайскому металлический тоже говорят, металл твердая субстанция. Поэтому мантра лам, 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 антибактериал. И с вами будем повторять. Стараться по возможности четкий закрывать. Если есть у вас четкий, считается это более сакральное. Поэтому я закрываю. Так полезно больше для садока. Поэтому вот повторяйте. Один круг я пока делаю, а так можно 10 круг делать. Дома больше сегодня не получится наверняка, потому что так 1,5 часа мы занимаемся. И по вашим просьбам мы можем вместе еще другое занятие делать. Конечно, у нас много занятий будет с вами. И 10 круг вам повторять, если желание будет, тоже напишите, чтобы вместе мы занимались. И ваша реакция, ваше все ощущение я контролировал. Но вы прямо в эфире. Сейчас мы один круг делаем. Полностью растворяйтесь из себя и начинайте делать. Видите, металлический звук, земляный звук, грубый звук идет, на чем мы живем. Следующее. Так, теперь я просто, чтобы вы ощущали, комментировал шаг за шагом. Сейчас делаем. Lam, 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 lam,
lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam. Таким образом, один круг на вибрачалам – это बीज манtra, корневый мантра, занимали
медитация, и вы можете делать сначала один круг, потом 2 круга, потом 3 круга или сразу 5 круг. Все зависит от вашей практики, сколько вы долго можете держать. Пойдет сила, что сидит, терпение, и проводить время, медитация. От вас зависит. Таким образом, вы очищаете свою Муладхара чакра, наполняете энергией. Если викрити, все, которое есть загрязнение, уходит. Как у вас получилось состояние? Напишите, комментируйте. Я отвечу с вашим состоянием. Это один круг, это совершенно маленький джап получилось, да? Сам медитация, мантра, это джап называется. Мало. Зато для начала это хорошо. Начинать надо шаг за шагом. В следующий раз еще больше займемся с вашим, как говорится, просьбой. Мы вместе будем делать. Вот Лакшми чакра, чакры огонь, тепло звучалось, как пустой сосуд. Огонь сам по себе объясняется динамика, самореализация, сжигает все грехи, сжигает тело, пустой сосуд. Тело – это пустой сосуд, или как? Пустой сосуд. Тело звучало как пустой сосуд, я понял, да. Это очищение идет мощнейшее. Даже вы делали гуру мантра и делали это, да, или ом, и делали биш мантра, лам. И у вас очистился. Представьте, один круг. Столько чудес он будет творить, то 5 круг, 10 круг и больше. 1 час, 2 часа, или утром, и вечером, и днем. У вас есть время. Говорят, сейчас на онлайн есть театр, онлайн есть кино, онлайн есть спектакль. Стоит ли это смотреть, если у вас есть свое дело? Личное дело есть у вас. Личной занятости есть много у вас. Галина, благодарю вам. Как ощущение? Напишите, пожалуйста, если вы делали, не делали, пишите. Искренне должно быть. Это шаг за шагом мы медитацией занимаемся. Я с вами вместе. Ирина, вам спасибо. Стало спокойно, написали. Я благодарен вам всем. Того, кого я вижу, того, кого я не вижу. Представьте, самая важная вещь, вы над себя занимаетесь. Вы заняты себя, а не какой-то театр, не какое-то кино. Кино – это поставленный сценарий. Как редюсер хотел, так показывает вам. Понятно, общественное наше поведение показывает. И показывает не слишком всегда лучшие стороны. Старается что-то заманчивое показывать, чтобы нам интересно было. Это кино, это спектакль. Стоит нас завязать наши эмоции, играться наши эмоции драматически. Отвлекать нас, от себя отвлекать прежде всего. А если вы истинны, вам не нужно отвлекаться. Вы наоборот
проникайте в себя больше, 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 больше. Есть у вас медитация. Это не техника. Свет, звук, свет у вас внутренний. Истинное кино у вас внутреннее есть. Не нужно поставлен какое-то кино. Спасибо, Светлана. Вы просто посмотрели. Зато, надеюсь, вы состояние точно почувствовали. Протяжение 2 часа, 1,5 часа, простите. Час 37 минут, которые мы общаемся с вами на медитативном состоянии. Как погрузить в себя? И сколько часов можете погрузить? Почему я в прошлом раз в прямом эфире рассказывал, да? Мой прямой эфир был о Чаванпрас, его секрет или легенда о Чаванпрас говорил, да? Чаван-йог больше 100 лет медитировал, больше 100 лет. Какое кино он смотрел на себя? И сколько часов, сколько лет, 100 лет не кино он смотрел на себя. И спектакль смотрел на себя. И столько интересного. То есть столько времени у вас есть, вы только можете принести пользу себя, в первую очередь, и другими, потому что вы правильно дело занимаете. Когда человек правильно дело занимает, то пользу другому тоже приносит, не мешает другому. Если вы больше медитируете, вы не нарушаете самоизоляцию. Другие тоже не нарушают, потому что все сидят на своей группе. Им не скучно. Им есть чем заниматься и бесплатно. И увеличивается иммунитет. Почему нужно медитацией заниматься? Еще чакровой медитацией заниматься. Еще Муладхар чакровой медитацией заниматься. Это Муладхар чакра для существования на Земле, в которой люди уходят сейчас. Это важно. Поэтому занимайтесь медитацией каждый день. И мы вместе занимаемся. Татьяна Гомонова, в груди тепло, ушла боль между лопатками. Моментальный терапевтический результат есть. Моментальный терапевтический результат, видите, почему? Эндорфин, морфин, видите, морфин, эндорфин, серотонин. Это опийная группа. В нашем теле Бог дал такое обезболивающее лекарство. Через медитацию сразу боль начинает уходить. Потому что наслаждение идет. Божественное наслаждение это для себя. Как говорится, у кого никого нет, у кого никого нет в мире, у него есть Бог, да? Есть такое понятие. У кого никого нету. Друзья, знакомые, отвлекаться, развлекаться, да? Компания держать, тратить время на наружном мире. Это же мелочь. Почему мне друзья нету, я говорю всегда. Почему нет друзей у меня, говорю, потому что не создаю. Это не в плохом смысле. Не то, что я эгоист. Потому что вы, если открывать можете внутренняя сила, божественная сила, внутренние возможности, то много вопросов решится. Некоторые люди с друзьями ходят куда-то. Ты пойдешь, я пойду. Ты не пойдешь, я не пойду. Ты будешь йога заниматься, я буду йога заниматься. Ты не будешь йога заниматься, я не буду йога заниматься. Ты пойдешь в кино, я пойду в кино. Ты не пойдешь в кино, я не пойду в кино. Представьте. Столько опирается друг на друга. А если друзья умерли, то ты тоже умрешь. Допустим, да? Или он плохое дело делал, ты будешь плохое дело делать.
У тебя должно быть стержень, содержанность в себя. Ты кто? Почему ты родился? Какое твое предназначение? Я повседневно это буду заниматься. Это есть я. Это есть мой внутренний Бог, мой природа. Как я скажу, с научной точки зрения, моя природа, это мой характер, это я. Да? Если моральном уровне, то вот высшая сила, божественный поток. Как хотите. Какое слово ближе, это решить вам надо, это слово. Вот Татьяне тоже моментальный результат есть. Ирине тоже хорошо. И Светлане тоже посмотрела состояние, надеюсь. Виктория Лакшми делала и получила результат такой мощнейший результат. Каждый вы получили свой мощнейший результат. Даже протяжение буквально, если кратко сказать, то один круг мы делали, медитация такой, ну, как считается такой, более конкретизированной форме. На самом деле, я считаю, медитация – это сам процесс размышлительный. Когда ты начинаешь думать о медитации. Когда мы начали беседовать о медитации, с чего мы говорили о медитации? Об этом. Моментальный результат. То это научной точки зрения люди говорят дофамин, эндорфин, серотонин, да. Все эти гормоны, радость, счастье, блаженство, люди шоколад едят, чтобы настроение менять, много денег тратят на чего, да, и вредные привычки попадают всякие, чтобы наслаждаться, вино, водка пьют, и самые дорогие, испортить собой. Вот Светлана успокаивает. Это все у вас есть. Огромный ресурс, как начало лекцию я рассказывал сегодня, что вы нади, река, Муладхар чакра течет энергии. И сколько хотите берите, сколько хотите пользуйтесь. Это есть Муладхар чакра. Вот результат у вас. Моментальный результат. Вы делали один шаг, а Бог делал вам 7 шагов ближе к вам. Вот вы один шаг делали, 7 шагов ближе Бог пришел в вас, внутренний. И дал результат. Потому что у вас есть вера на учителя. Вы верите, у вас есть любовь, у вас есть преданность. Это не забывать. Если нет любови, нет веры, нет преданности, вы не можете медитацию принимать. Никакой практика. Более механически возьмете, как любопытно будете смотреть, а что происходит, что происходит, что происходит там. Что-то интересно. Это очень глубокие вещи. Это вы. Это ваш внутренний мир. Я всего лишь указываю путь, как учитель. Дорогой мой, дорогая моя, именно так надо делать. Строго. Строго надо делать. Я люблю йога обучать строго, четко, на этом пути. Ни левый, ни правый. Градусом меняясь, результат не будет. Не будет. Поэтому занимайтесь. И завтра, надеюсь, тоже будем увидеть. Напишите в комментариях даже в этом видео,
или следующее видео, или лично можете писать тоже, в плане официальный телефон есть. Главное, я хочу еще что-то добавить. Я решил, наш центр йоги аюрведа, доктор Кальяра, что вы сейчас тяжелое время психологически людьми, если вы кому-то что-то помощь нужна в психологическом уровне, то я хочу бесплатно оказывать помощь. И поэтому можете записаться. И онлайн только могу делать. Сейчас время самоизоляции. Естественно, ваше время и мое время должно совпадать. Если не совпадал, мы позже, другой день, третий день, в смысле, через какое-то время делаем, когда как получится. Поэтому мой ресурс, время тоже ограничен, но все-таки я хочу, чтобы массовые люди, кто хочет, всем максимально помочь при такое время, с моим знанием, с моим пониманием, с моим опытом. У кого какой проблемы жизненные, психологические, душевные. Я хочу оказывать помощь бесплатно. Конечно, не спешите, напишите, но я по очереди поставлю, потому что я не могу сразу всех принимать. И в том числе в течение дней другие вопросы приходится решить, работать. И на прямом эфире я стараюсь приходить. И наверняка поймете меня правильно. Все-таки объявляю такой услуги и примите от меня. Я буду очень благодарен. И сколько мое тело, мое ум, мое знание поможет вам, чтобы вашу семью это благость принести, то я только буду рад, чтобы вы приняли такие услуги. И информацию передайте друзьям, знакомым, кто нуждается. Это самое главное, я считаю. Нужде человеку надо помогать. Это самое правильное. Некоторые объясняют, также у нас есть интернет-магазин, где есть скидка 10%. Не аюрведическом средстве, а другие, шампунь, мыло. Значит, то, что в интернет-магазин показывает, да, там все написано в условиях. Также есть безопасная доставка. В течение часа-два мы стараемся доставить по возможности. В течение сутки возьмите, чтобы не было вопроса такой между нами. Стараемся максимально быстро. И магазин у нас каждый день с 10 до 7 вечера открывается, если форс-мажор нету. Такой есть консультация платная, которую как доктор официально делаю по аюрведе онлайн. И психоэмоциональная помощь, если требуется какие-то душевные вопросы, обязательно обращайтесь. Я стараюсь вам потихонечку консультировать. Это будет бесплатно. Просто надо сказать: доктор, я хочу в душевном уровне получить консультацию. Это не физическая консультация. То я как энерголог, как йог, с моим знанием все подскажу. И займете, и легче будет просто поговорить с вами. Это тоже облегчение дает. Как говорится, в раз кто с кем-то общаешься, и уже половина болезни лечит, да, облегчает сразу. Такое же дело. Поэтому много людей обращались раньше и сейчас. Все-таки попытаюсь, такое время у вас возможностей у всех меньше. Чем-то мы можем делать этот мир хороший, красивый, приятный, гармоничный.
то, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Вот завтра я хочу на прямой эфир прийти, еще раз появляться с вами и поделитесь с друзьями. И подписывайте наш канал, если вы не подписывали, поставите лайк. Это я вынужден мне говорить, какое правило есть. Поэтому Лакшми очень тепло, гармоничное состояние этой встречи и медитация написали. Благодарю вам. Чем мы искренне останемся в жизни, любой человек, да, я, вы, другие, все наши посетители, ученики, как и скажем, да, в YouTube это нету слова ученики, но я все-таки считаю всех ученики мои, потому что если нет желания, как может посмотреть эту вещь, да, как может долго так посмотреть. Это самое ценное, что мы вместе делали этот мир. Красивый. Не дело мои дети будут в этом мире жить, поэтому у меня нету такой корыстности. Я раньше тоже говорил. Люди то, что делают, для своих детей делают, для себя делают, эгоистично делают. Нет. Я никогда об этом не думаю. Мы делаем вместе этот мир для будущего. Для будущего. Это все наши дети, это все наша семья, в конце концов, получится. Если мы плохо делаем одному, другому попадаем. Если хорошо один делает, то другому тоже бывает. Если мы это телевизор, телефон, компьютер, все для благ пользуем, смотрите, сколько блага получается у нас. А если для плохой дел пользуем, то плохо получается. Это все зависит от нашего проекта ума. Как мы пользуем одно и то же инструмент, для чего? И мы должны все свои будущие, скажем, это мир, дать такое послание, такое знание, такую мудрость, такой опыт, им подготовить, что это приняли это. Со первого дня рождения. И то мама, то папа, который воспитывает, тоже приняли, потому что школа, дом – это первая школа. Мама – это большая школа. Почему родители считаются Богом? Потому что у родителей должно быть правильное воспитание сам по себе, в первую очередь. То воспитание, то знание, то мудрость сначала приобрести. Об этом мы обсудим в следующей лекции когда-нибудь, как это все происходит у нас по йоге. И это знание передают в первую очередь родители до 5 лет, до 6 лет, до 7 лет, кому как. А потом передается к учителю, гуру, что гуру воспитывал и создал человеком, где есть позитивная программа. Он настоящий гражданин, или она настоящая гражданка, готова жениться, замужем, готова жениться, замужем, создать семью и продолжение рода. Опять воспитывал детей хорошо, опять дальше. Представьте, какой эстафет, какой передача энергетический. Представьте. В йога все есть. Мы будем поговорить об этом завтра. И увидимся с вами. Я думаю, очень приятно было с вами столько времени мы проводили. И не хочется уходить, самое главное. Меня сам. Я не устаю. Это состояние. И вы не устали, надеюсь.
А как можно устать, если ты божественнейшая, как все дальше? Спасибо. Благодарю за завтра. Заканчиваю.